Всем привет! Сегодня я расскажу о игре Medieval 2 Total War. С простого, что это за игра, как в ней играть, ее особенности и чем она лучше игр из серии Total War, которая вышла после нее. Начнем с обзора. Игра вышла 7 декабря 2006 года. Игрок выступает в роли правителя государства Средневековья. Изначально доступны 5 фракций. Это Англия, Франция, Святая Римская империя, Испания и Венеция. При прохождении кампании откроются все фракции, или же можно самому открыть их через файлы игры. Что же предстоит делать игроку, как правителю государства? А вообще все. От назначения налогов, постройки зданий, найма солдат, завоевания мятежных поселений, поддержания устойчивой политики, руководства сражениями, развития торговли, распространение своей религии. Это основное. И у вас нет советников, на которых вы можете перебросить часть задач. На вас полное управление вашей империей. И все важно. Разберем каждый пункт. Налоги. По умолчанию везде стоят обычные налоги. Налоги влияют на многое. Если у вас не хватает денег в казне, вы можете поднять налоги до высоких или очень высоких, что также повысит недовольство жителей, вплоть до бунта. И упадет рост населения. Может пойти отрицательный рост, что будет только мешать вашему развитию. Нужно искать баланс, чтобы в казну поступало достаточно средств, и это не вредило городам. Как с этим справиться? Первое. Можно назначить генерала наместником в город. Наместник, в зависимости от своих личных черт, поднимает рост населения, доход и общественный порядок поселения. Но это может работать и в другую сторону, так как есть и отрицательные черты. Второе. Нужно тщательно выбирать, какие здания строить в первую очередь. Какие-то здания увеличивают доход поселения. Это рынок, порт, банк, дороги. Какие-то рост населения. Это поля. Какие-то поддерживают общественный порядок. Это казармы, магистрат. Какие-то позволяют нанимать новые виды юнитов. В казармах можно нанимать различных юнитов ближнего боя. В магистрате посла, на рынке купца, в трактире следопыта и убийцу. Нужно чередовать здания и строить по ситуации, в городе и самой империи. Например, если я сейчас ни с кем не воюю, то развиваюсь в направлении торговли с ростом населения. Но также смотрю и на ситуацию в каждом поселении. Поселения делятся на два типа. Замок – это военизированное поселение с уклоном в лучших воинов, оборону и меньшее население с торговлей. Налоги в нем нельзя менять. И город – это поселение с уклоном в рост населения и торговли. Открываю и смотрю информацию о каждом городе, где что требуется. Где-то быстрый рост населения вызвал большой процент бедности и падение общественного порядка. Значит, строю здания, направленные на повышение здоровья населения и общественного порядка. Где-то религиозные волнения из-за столкновения нескольких религий в городе. Значит, строю церковь и нанимаю священника. И так с каждым поселением. Еще есть различные гильдии, которые могут предложить построить вам их резиденцию в городе. Например, гильдия купцов. Она улучшает внешнюю торговлю от 5 до 15%, позволяет нанимать купеческое ополчение, и купцы в этом городе получают свиту. Как же построить эту гильдию? Только по предложению. А для этого надо развивать торговлю, строить рынки, склады, банки, нанимать купцов. Это повысит вероятность ее появления. Или же капитул ордена тамплиеров, улучшает здоровье населения и позволяет нанимать рыцарей этого ордена. Увеличить вероятность появления этого ордена можно, приняв участие в крестовом походе и повысив благородство наместника. Еще есть гильдия оружейников, гильдия путешественников, гильдия воров, гильдия алхимиков, гильдия теологов, гильдия каменотесов и другие. При начале игры за любую империю игрока всегда окружают мятежные поселения. Они не принадлежат никому, и при нападении и захвате ни с кем не портятся отношения. Так что вначале их нужно захватить как можно больше. Во-первых, их нужно найти. В этом нам поможет агент-следопыт. У него большой обзор стратегической карты, и с его помощью можно разведать территорию. И при необходимости внедрить его во вражеское поселение и узнать точные числа гарнизона. Вначале можно оставить только одного юнита для поддержания порядка в поселении. На захват мятежных городов собрать всех и нанять дополнительно. И как можно быстрее и больше захватить поселений. Лучше руководить сражением самому, так как в основном у игрока получается намного меньше потерь, чем при расчете искусственным интеллектом. Все. Всех мятежников захватили, а каких не успели, захватили другие государства. И наступает время политики и торговли. Со всеми мир, воевать не с кем. Что же делать? Развивать экономику и заключать политические соглашения. Наймаем посла и идем по миру, заключать торговые заключения и получать сведения о карте. Многие и сами к нам с таким предложением подойдут. Но не надо быть пассивным и ждать. Много кто может предложить союз, но не стоит его принимать. Союзников надо выбирать тщательно, а не всех подряд. Если ваши союзники начнут войну, то с кем-то из них вам придется разорвать союз, что скажется на вашем престиже. Мол, этот правитель не держит свое слово и, естественно, на отношениях с бывшим союзником. Он будет вам враждебен. Хороший вариант выбрать союзников, которые находятся в отдалении друг от друга.
и не будут враждовать. Также переговоры может вести не только посол, но и принцесса. Принцессу можно выдать замуж. Можно за своего подданного, в этом случае 100% вероятность успеха. Можно и за полководца другого государства, тем самым заключив союз. Но в этом случае успех зависит от обаятельности принцессы, и вам запросто могут отказать. Но есть и безотказный вариант – предложить жениться на принцессе во время переговоров. И этим способом можно выдать и необаятельную принцессу замуж, с плохими чертами, такими как любовник или же высокомерие. Главное – предложить вместе с этим приданное. Иногда можно ограничиться сведениями о карте. Выдача замуж и все свадьбы отображаются в родословной. Развитию экономики помогает строительство, торговые соглашения и купцы. Хорошо прокачанный купец может приносить до 1000 золотых за ход. Купцы торгуют стратегическими ресурсами на карте. У разных ресурсов разная цена. Она зависит от ценности ресурсов и удаленности от вашей столицы. Но у купцов существует и конкуренция. Купцы других стран при более высоких навыках могут разорить вашего купца, что равняется его убийству. Вы и сами можете разорять других купцов, тем самым повышая умение своего купца. В Medieval 2 есть только сухопутные сражения. Графика и модельки довольно детальны и приятны для глаз. При личном участии игрок может реализовывать разные тактики сражения. Кто-то любит сокрушать врага периодическими ударами конницы. Кто-то выставляет тяжело бронированных рыцарей и за ними лучников, тем самым и круша, и расстреливая противника. Можно еще зайти конницей с тылу. Для лучшей маневренности и эффективности надо формировать армию из разных типов юнитов. Конница, лучники, ближний бой и орудия. Например, если брать только пехоту ближнего боя, то они столпятся и будут ждать своей очереди. А противник их может расстреливать при наличии лучников. Имеются анимации убийства, смерти юнитов, но без отсечения конечностей. В пылу битвы раненые воины покрываются кровью. Минусы – это анимация стрел. Лучники могут даже не натягивая лук выпускать стрелы, и сами стрелы растворяются в противнике. Но этим страдает большинство игр серии, и новые в том числе. Как по мне, только в Сёгуне этот момент хорошо реализован. Важна и религия. Если на вашей территории несколько разных религий, то общественный порядок падает. И чем сильнее чуждая религия, тем меньше общественный порядок. Это легко решается строительством церкви и наймом священника. И по сути все. Но это только если вы играете не за католическую державу. У католиков есть Папа Римский, который бдит за соблюдением религиозных догм и предупреждает. В крайнем случае отвечает от церкви. При отлучении от церкви также начинаются религиозные беспорядки. Например, строительство церквей, соборов, наем священников, участие и успешный захват цели крестового похода – все это поднимает отношения с Папой Римским. Несоблюдение этого или война против другой католической державы сильно подрывают отношения. И не имеет значения, если, например, Венеция сама на тебя напала, и ты в ответ на ее неразумные действия пошел на ее захват, то Папа Римский тебе даст задание «мирись». Не должны братья-католики воевать, иначе отлучу от церкви. А Венеция ни при чем. Вот когда я играл на Святую Римскую империю, меня этот товарищ очень сильно раздражал. Ни с кем воевать нельзя, вы все католики. Если на тебя напали, мирись. И пофиг, что они не хотят, и ваши отношения из-за войны упали. Даже если сейчас взять перемирие, то из-за плохих отношений Венеция опять нападет. И из-за этого я всегда был в ссоре с Папской областью, так как добивал всех за нечаянную войну. И даже саму Папскую область захватывал. Но Папа Римский всегда переизбирался новый и появлялся у Рима с надеждой его отбить. Можно, конечно, мирно вернуться вон на церковь, хоть сразу после отлучения. Надо просто воспользоваться услугами убийцы и ликвидировать Папу Римского. На следующий ход изберут нового, и он всех простит. Из-за этой вражды я не мог поучаствовать в крестовых походах. Крестовый поход объявляет Папа Римский, но и игрок может сам ему предложить цель похода. Цель похода – собрать армию и захватить поселение. Это очень прибыльное мероприятие. Полководец, который участвует, повышает свое благородство. И не надо платить армии за содержание. Правда, идти обычно очень далеко. В Антиохию или Иерусалим. Короче, на другой конец света. Морем быстрее добраться. Если отвлекаться на захват других городов или долго идти, то крестоносцы будут дезертировать. При успешном захвате все крестоносцы получают боевой опыт. А генерал спутников полезные черты характера не повышают благородство. Сама игра привлекает тем, что ты переносишься в прошлое, в эпоху рыцарей. И сам можешь стать завоевателем, великим полководцем. Большинство стран сохранилось с того времени. Например, можно сыграть за Русь, отразить нашествие монголов, затем тимуридов и возвысить свое государство. Или наоборот. Но чем же Medieval 2 Total War лучше всех последующих после нее? Тех же Warhammer, Троецарствие, Троя, Наполеон и другие. Да, в них стала намного лучше графика. Хорошие эффекты, анимации, сами миры новые. Но такое ощущение, что ты пришел только воевать и захватывать. Стратегическая карта скудна. Агенты, если и присутствуют в какой-то части как герои,
то они в основном направлены на бой. Политика слаба, торговля тоже никакая. Заключил соглашение и все. Города ограничены всего несколькими ячейками для строительства. Нет ни дорог, ни рынка. В основном главная постройка. И в основном все по стандарту. Военная и одна одинаковая для поддержания порядка постройка. Я не говорю, что эти игры плохие. Я и сам играл в них много часов. Но мне просто становится скучно на стратегической карте. Да, появились герои, на них можно отвлечься. Так и получается. Идем в битву, все круто. Бой закончили. Быстро пробежались по городам, хоть и неохотно. Улучшили героя и опять в бой. Для меня новые игры серии Total War превращаются больше в симулятор битвы. И время от времени я захожу поиграть в Medieval. Мой итог – Medieval 2 более атмосферный. В Medieval 2 нет долгих загрузок, что способствует более лучшему погружению в роль правителя. Ничего не отвлекает. В новых играх это проблема, особенно для игроков с слабыми и средними ПК. Каждая загрузка может быть по 5-10 минут. Еще одно преимущество – на Medieval 2 больше всего модов. Ее можно считать универсальной игрой. Medieval 2 с помощью модов сейчас выпускает разные вселенные, такие как Warhammer, Властелин колец, Древние свитки, Войны престолов, Троецарствие, Рим, Warcraft. И сами моды приятны и хорошо проработаны, что обеспечивает погружение в представленную вселенную. Все эти моды представлены в моем следующем видео. Всем спасибо за просмотр.